Приветствую вас! Сегодня мы поговорим о друзьях, подругах, которые кажется, что друзья и подруги, а на самом деле очень опасные для вашего успеха люди. Это люди, которые мечтают умножить ваш успех и вообще, чего вы достигаете в жизни, все самое хорошее, умножить на 0 и порадоваться втихаря вашим провалам. А вообще они ужасно вам завидуют. И чтобы вы никогда не путали хороших людей, которые есть в вашем окружении, с завистниками, от которых стоит держаться подальше, сразу говорю. Давайте сегодня разберемся, а как же узнать завистника, чтобы точно, наверняка и никогда в жизни не ошибиться, кто перед вами. С вами Алла Касаткина, я психолог, который работает с женщинами и помогает им быть успешными и счастливыми. Итак, кто же такие завистники? Это люди, которые не умеют радоваться вашим успехам. Это люди, которые скорее обрадуются вашим неудачам. И которые потрут руки и скажут: ну наконец-то восторжествовала справедливость. Ни одному мне хреново. И даже если они успешнее вас, но они вам завидуют, теперь вы будете точно знать, что это так. Самый первый признак того, что вам завидуют, когда вы приходите к человеку и рассказываете о чем-то хорошем в своей жизни, мало ли что это может быть. Вот я сегодня гуляла и такое видела. Вот я сегодня там что-то сделала, и мне так хорошо на душе. Вот вы пришли и поделились чем-то хорошим. А вам говорят: слушай, а вот это вот у тебя там давно проблемы там с налоговой, с мужиком, еще с кем-то. Ты там как с этими проблемами разбираешься? Что ты там делаешь? И вы так сразу и сдулись. Почему? А потому что вы пришли поделиться радостью, а вам ту радость мало того, что умножили на 0, так вас еще и в грязючку макнули. И делают это всегда из зависти. Всегда переводят на негатив, когда вам завидуют. Еще один признак, который тоже не всегда обращают внимание, особенно женщины на этот момент, это когда вы приходите тоже поделиться чем-то своим радостным, успешным. Я там проект такой закрыла или наоборот получила такой проект, мне там премию выплатили, еще чего-нибудь. А человек начинает рассказывать: слушай, я вот это читала в Фейсбуке, там ты знаешь, там вот это рассказывают, или слушай, а мне там тетя звонила. И, в общем, короче говоря, ваш успех взяли и отодвинули в сторонку. Вроде его и не было. Вас тут не стояло, как говорили классики. И это тоже про зависть. Потому что человеку неприятно слышать об этом. Но он не настолько плохо воспитан, чтобы показать свою неприязнь, сведя это в негатив, как в предыдущем случае. Поэтому он просто отодвинул ножкой, чтобы не раздражало. Следующий, уже более явный признак зависти. Это когда вы рассказываете, что вы там чему-то научились, чего-то достигли, у вас что-то получилось замечательно, а вам говорят: та фигня, тебе просто повезло. У тебя родители, повезло в хорошей семье родиться, повезло к начальнику хорошему попасть, повезло контракт заключить хороший на работу, повезло, что у тебя зарплата пересчитывается в твердой валюте, а не в местной, еще в чем-то повезло, мужик тебе хороший достался, а не ты хорошая и умная, красивая, а просто тебе мужик на шару хороший достался. Вот упал тебе с неба и все, и достался. Это тоже про зависть. И это тоже про то, что человек выдает себя подсознательно не в состоянии справиться с этой завистью. Следующий, давайте идем по нарастающей, да? Что же происходит? Когда вы приходите и рассказываете следующий пример, когда проявляется зависть, это когда вы приходите, вот вы уже сделали, завершили какое-то дело, что-то там провернули, реализовали, у вас получилось, и вы такая счастливая, замечательная, пришли, поделились, а вам говорят: слушай, ну это все хорошо, а ты подумала, а куда ты будешь, допустим, купили машину, а куда ты машину будешь ставить? Воруют же, даже со стоянок, даже возле торговых центров, даже везде, даже с хорошими сигнализациями воруют. Слушай, мужик тебе хороший достался, а что ты будешь делать, когда он тебе изменять начнет? А что ты будешь делать, если он бухать будет? И вас начинает погружать вот в такую чернуху, про которую вы даже не думали. И вроде как это делается
С такой, знаете, вот со сдабриванием, что я ж про тебя забочусь. Я же хочу, чтобы у тебя ж типа было лучше, но погружаю я тебя во что? Вам же не предлагают подумать о том, подобрала ли ты себе страховую компанию для того, чтобы защитить свою машину в случае необходимости. Вам не то, что поднимает или расширяет ваш кругозор, предлагают, а вам предлагают то, что сужает и погружает в чернуху. И это тоже признак зависти. Ну и самый главный признак того, что вам завидуют. Есть такие люди, к которым вы приходите рассказать о своем успехе, и когда вот даже мысль одна, когда вы собираетесь поделиться своей радостью, своими успехами, рассказать о них, у вас вызывает внутри, вот там глубоко, чувство вины. Ну вот что ж я пойду так выпячиваться, хвастаться некрасиво. Вот вы уже сами себя начинаете прибивать рядом с этим человеком. Сами себя начинаете прибивать рядом с этим человеком. И у вас так на душе, вот знаете, вот как вроде из лужи напился. Мерзко. Потому что вы точно понимаете, вот кому-то там другому вы бы так вот прыгали до потолка от счастья, хлопали в ладоши, смеялись, там, я не знаю, пели, скакали на одной ножке для того, чтобы поделиться своей радостью и передать все те эмоции, которые вас переполняют. А вот рядом с этим человеком вам хочется так серенькой красочкой все помазать, притушить яркость, чтобы оно не сильно выпячивалось. Чтобы вот человеку тошно не было, вы прям чувствуете нутром, что человеку будет тошно. И у вас появляется вот это ощущение виноватости за свой успех. И это тоже про его зависть. Это не про то, что вы дерьмовый или хотите сильно-сильно, хвостушка такая, хотите всем похвастаться. Вот загордились. Нет. Это про то, что человек рядом с вами, вы уже точно знаете, внутри себя чувствуете. Он вам завидует. Признаться себе до конца. Да, не готовы, потому что идете еще и продолжаете ему рассказывать в надежде услышать что-нибудь хорошее. Что же с этим делать? Вот мы выяснили, вам завидуют. А что с этим делать? Ну, во-первых, всегда слушать себя. Вот это вот ощущение, которое я в последней вот ситуации, когда вам завидуют, рассказала, когда ваши чувства вам не врут, прислушивайтесь к ним. Я вообще, когда бегу к этому человеку, рассказываю, у меня потом ощущение какое? Я сразу хочу вывалиться в чем-нибудь сереньком, чтобы не так сильно выпячиваться. Или же я после того, как рассказываю ему о своих успехах, у меня ощущение, что я дерьма напился. Что происходит с вами? Ваши ощущения не врут. Зависть – это такая опасная штука, ядовитая. Знаете, вот есть такое растение плющ. Оно овивает дерево и постепенно его душит, пропускает свои корешки в его ствол и пьет из него соки. Так вот, завистники, они вот такой плющ. Они пьют из нас соки. Они вытягивают из нас энергию для дальнейших успехов. Они обесточивают нас, они парализуют нас. Наши инициативы, наше стремление к чему-то большему, лучшему. Они нас отравляют своим ядом. Ядом собственной зависти. Подумайте серьезно, пересмотрите свое окружение. Как много возле вас таких людей. И может быть то, что вы считаете, что у вас куда-то пропала энергия, исчезли силы, нет больших планов, нет больших стремлений, просто потому, что рядом с вами есть слишком много людей, которые вам завидуют. Что делать в этой ситуации? Расчищать свое пространство. Прикусывать язык, когда вам хочется похвастаться перед этими людьми. Найдите других, тех, которые умеют радоваться вашим успехам, успехам которых готовы вы порадоваться. И делитесь успехами там. Потому что когда люди вместе с вами радуются и празднуют ваш успех, они вас окрыляют, они дают вам силы, они дают вам энергию для того, чтобы вы росли дальше. Вы не глушите их, они не глушат вас. Вам просто хорошо вместе. Ищите таких людей. И отодвигайте тех, кто вам завидует. Это их проблемы. Если вам интересна тема зависти и завистников, или, может быть, вы сами в принципе страдаете от того, что завидуете другим, давайте договоримся так. Я сниму об этом видео, если вы будете писать об этом в комментариях. Задавайте вопросы по поводу зависти, завистников. Что с этим делать, как разбираться, я подскажу. Сниму новые видео, если эта тема интересна. Я знаю, что она важна, потому что зависть, она что в себе блокирует, что когда рядом с вами завистники, они тоже блокируют вас. Давайте делать свой мир лучше, давайте делать простор для ваших успехов.
С вами была Алла Касаткина. Жду ваших комментариев для того, чтобы знать, продолжаем ли мы тему зависти. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока.